еще одном очень важном направлении, которое на самом деле даже в США только начало фактически развиваться, как она сама мне только что сказала. Это именно поддержка для людей с аутизмом, которые уже выросли, которые уже закончили школу. Это очень, очень важный и сложный вопрос. Так что, пожалуйста, давайте послушаем. Thank you very much for welcoming me back for the second day of our conference. Спасибо большое, что вы сегодня пришли на второй день конференции, чтобы послушать меня. Today I'm going to speak about support for adults with autism spectrum disorders. Сегодня я буду говорить о помощи взрослым людям с РАС. And this talk is in some ways very theoretical because I think in the United States we do not have much support for adults with autism. Моя сегодняшняя презентация имеет более теоретический характер, потому что в США нету хорошей развитой системы поддержки взрослых людей с аутизмом. However, I will tell you what little we have, and I will also describe to you some of the research that has been done to help us understand adults with autism spectrum disorder. Я расскажу вам о том немногом, что сейчас уже делается, и о тех методах, которые помогают нам лучше понять взрослых людей с расстройствами аутического спектра. In the United States, we have many individuals with autism spectrum disorder who are living with their parents. В США очень много людей с расстройствами аутического спектра живут вместе с родителями. This can be very stressful for parents, since it limits their ability to go places and do things. И это, конечно, может стать проблемой для родителей, поскольку их свобода ограничивается, они не могут свободно ходить в разные места, куда и заниматься тем, чем они хотят. Often parents look forward to the time that their children finally grow and move away from home so they can have some relaxation. И иногда они ждут, когда дети вырастут и наконец-то переедут, чтобы у родителей появилось немножко пространства для себя и для отдыха. And for parents of children of adults with autism, this time never comes. И для родителей детей аутистов, которые потом вырастают, этого времени наступает никогда. Additionally, adults with autism may have different kinds of medical problems as they get older. Часто у людей с РАС возникают различные проблемы со здоровьем по мере взросления. Just as all adults do. Точно так же, как и у всех других людей. Sometimes it may be hard for a parent to find adequate medical care for their adult child with autism. И иногда очень сложно подобрать правильный метод медицинского ухода для взрослого человека с РАС. Additionally, we have little financial support in the United States for adults with autism. И у нас в США очень мало выделяется средств на поддержание жизни взрослых людей с РАС. For those with autism and intellectual disability, there is some financial support from the government. Конечно, существует небольшая поддержка, государственная поддержка для людей с аутизмом и для людей с нарушениями психического развития. But for those who are not intellectually disabled, there really are no services. Но те люди, у которых нет нарушений психического развития, не имеют такой поддержки. So I think that in Russia you will be able to benefit from our experience, I hope. И я надеюсь, что в России вы сможете воспользоваться нашим опытом and begin to address the issues for adults just as you're beginning to address them for children. И начнете решать проблемы сразу и для детей, и для взрослых. So I did my best to try to estimate how many adults would be in Novosibirsk with autism spectrum disorder. И я попыталась подсчитать, сколько может быть взрослых людей с аутизмом в Новосибирске.
but these are only estimates because I'm not sure that my population figure for this region is correct. Это только приблизительные расчеты, поскольку я не уверена, что мои представления о том, сколько народу здесь живет, верны. I think the best that I could find was population figures from 2010. Самые ранние, то есть самые недавние показатели, которые я смогла найти, это 2010 год. But when we think about it, there may be close to 10,000 adults who have an autism spectrum disorder in the region. И согласно подсчетам, в нашей области может насчитываться до 10 тысяч взрослых людей с раз. And currently we think that for every one female with autism spectrum disorder, there are 4 males. И на каждую девушку, женщину приходится 4 мужчины. I'm going to speak about the male-female ratio in more detail later. Я буду говорить о гендерном соотношении более подробно позже. When I tell you about my initiative for girls and women with autism. Когда буду говорить о моей инициативе помощи женщинам и девочкам с раз. But it is safe to assume that there are many more men with autism than women. Но можно предположить, что мужчин-аутистов встречается больше, чем женщин. And I think it is also safe to assume about half of these adults will have an intellectual disability. И также можно предположить, что где-то у половины таких людей возникают расстройства, психические расстройства. And that means an IQ score that is lower than 70. И под этим подразумевается уровень, коэффициент IQ ниже 70. So I'm going to just describe some of the issues for adults. My first bullet point, there is much less research on adults compared with children with ASDs. И сейчас несколько моих соображений по поводу работы со взрослыми с раз. И первый важный момент — это то, что проводится гораздо меньше исследований среди взрослых, чем среди детей. Most recently, my supervisor, Dr. Volkmar, reviewed the literature and found that only about 10% or less of the literature on autism is focused on adults. Недавно мой супервайзер Фред Волкмар просмотрел литературу и обнаружил, что по данных по взрослым людям-аутистам гораздо меньше, чем данных по детям с раз. Most of this literature is focused on young adults in their 20s. There's very little attention to older adults with autism. И при этом большая часть этой литературы рассматривает молодых людей 20 лет, и совсем мало данных о более взрослых людях-аутистах. Further, there's really no studies on aging in autism. И, в общем-то, практически нету работ по взрослению, по процессу взросления при наличии аутизма. Even though adults continue to grow and change over time. Хотя взрослые продолжают расти и меняться. Some adults with autism are taking medication to reduce aggressiveness. Некоторые из взрослых людей с аутизмом принимают специальные медикаменты для того, чтобы снизить агрессивное поведение. And long-term use of medication can cause cognitive and physical difficulties. И длительное применение медицинских препаратов может снизить когнитивные и физические способности. In some situations, families have no choice but to use medicine. И в некоторых случаях у семей нет другого выхода, кроме как принимать эти медицинские препараты. We also have very little information about how to best help adults. И у нас очень мало информации, как можно работать, как можно помочь взрослым сразу. And up until now, there have been very few research studies on adults because it's difficult to find the money to support the study.
И до последнего времени было очень мало исследований, очень мало информации, потому что очень трудно получить финансирование таких исследований. Funding from public and private institutions in the United States is much easier to find when you're studying the needs of children. Гораздо легче получить поддержку, финансовую поддержку со стороны различных частных и государственных организаций, когда вы проводите исследования о нуждах детей. It's also hard to find the subjects for such a study because these subjects are hidden away at home. И очень сложно найти людей, которых вы будете исследовать, потому что обычно они ведут затворническую жизнь. Whereas the younger children are in school and it's easy to access the population for research. В то время как дети обычно ходят в школу и гораздо легче проводить исследования. Finally, there are very high rates of depression and anxiety in adults with autism. Кроме того, у людей, взрослых людей с РАС очень высокий уровень депрессии и тревоги. And this is true for adults who are intellectually disabled as well as adults with average IQ. И это справедливо и для людей с психическими отклонениями, и для людей с аутизмом с нормальным психическим развитием. Children with autism have the opportunity for socialization through school and through organized kind of community activities. Что касается детей, то у них есть возможность социализации в школе и с помощью специальных мероприятий, которые организовываются соцслужбами. So even if they're not well accepted by their peers, they still have some opportunity to interact. И даже несмотря на то, что их не всегда хорошо принимают сверстники, у них, тем не менее, есть возможность взаимодействовать и общаться с обществом. Once these students leave school and become adults, they can become very socially isolated. Но когда они оканчивают школу и вырастают, то уровень изоляции от общества возрастает. And they would find it difficult to participate in community activities because they don't have sufficient independence. И им очень сложно участвовать в каких-то общественных мероприятиях, потому что они недостаточно самостоятельны. At our clinic at Yale, we often have young adults coming to us who are feeling very depressed about their situation. И к нам в клинику в Йельском университете часто приходят молодые люди, которые очень подавлены и находятся в состоянии депрессии от того, что происходит, от своей ситуации. All around them in the media, they see images of young people having fun together and working and interacting. Потому что в СМИ они все время видят фотографии того, как люди, молодые люди веселятся, общаются, работают вместе. And it feels to them as if it is a world they can only observe but not enter into. Им кажется, что это мир, который они могут лишь наблюдать со стороны, но не могут стать его частью. We use medication to relieve the depression or anxiety in these individuals. И нам приходится применять различные препараты для того, чтобы снизить уровень тревожного состояния и депрессии. And these medications can be helpful to those with autism, just as they're helpful to healthy individuals who become depressed or are anxious. И они также помогают людям с аутизмом справиться с этими тревожным состоянием или депрессией, как и взрослым людям, обычным взрослым людям. Some of the positives are that many teenagers make really positive gains in terms of learning in their teenage years. Несколько положительных моментов. Во-первых, многие подростки формируют такие очень огромный положительный потенциал во время своего подросткового возраста в процессе обучения. More individuals with autism are entering college and vocational training in the U.S.
И сегодня все больше людей с аутизмом поступают в колледжи для того, чтобы продолжить обучение. However, for both of these opportunities, substantial support is needed. Но для этого необходима значительная поддержка. There are some programs to train these individuals, but they can be very expensive. Есть определенные программы по подготовке таких людей, но они очень дорогие. So we find it is important to try to train individuals with autism for a job before they leave high school. И мы считаем необходимым подготовить людей с аутизмом к работе перед тем, как они выпускаются из старших классов школы. In the United States, students with disabilities are allowed to remain in the school system until they reach age 21. В системе образования США люди могут оставаться внутри системы до возраста, когда они становятся совершеннолетними, то есть до 21 года. The law mandates that the school begin programming for a career or a job beginning when the child is 16 years old. Начиная с 16 лет идет подготовка, идет профориентация, и это регулируется на уровне федерального законодательства. So the school is required to create what is called a transition plan. Школы создают специальные программы и так называемый план перехода. And this plan should include training and in all areas of life to help the student become independent. И этот план перехода включает в себя специальную подготовку и обучение студентов, учеников к особенностям взрослой жизни. However, most schools have no idea how to do this. Однако многие школы не имеют представления о том, как подготовить людей стать самостоятельными. And we as clinicians and researchers don't know very much more. И мы, исследователи и практикующие работники, мы не знаем, мы тоже не так уж осведомлены в этом вопросе и тоже не имеем четкого представления о том, как это нужно делать. However, I do know some young adults who have been successful in work and in college. Однако я знаю, у меня есть примеры того, как молодые люди становятся успешно интегрируются в жизнь, поступают в колледжи и потом работают. And support for these individuals can really influence how well they do and make their lives better. И поддержка в данном случае является ключевым фактором в достижении успеха для них. And so adults really can achieve independence. Действительно, взрослые могут стать по-настоящему взрослыми и самостоятельными. Temple Grandin is an example of an adult who's done amazing things. И Темпл Грэндин, про которую мы смотрели видео, является тем самым примером, прекрасным примером. But of course, she is the exception, not the rule. Но она скорее исключение, чем правило. If we look at this slide, in green I have the outcomes for adults with autism who have not done well. И если вы посмотрите на эту диаграмму, зеленым отмечены не положительные, скорее негативные исходы для людей с аутизмом, взрослых людей с аутизмом. And in blue are the adults who have done fair to good in terms of functioning. И синим показаны положительные результаты, средние положительные результаты в отношении функционирования, активного функционирования в обществе. But I would say these individuals who are doing well may not be achieving their highest potential. Но те, кто в принципе уже считаются успешными, не всегда полностью реализовывают свой потенциал. I can think of a young woman that I work with who works now in a department store.
И я сейчас работаю с женщиной, она работает в магазине. Her job is to simply stand at the door and greet people as they enter the store. Ее работа заключается в том, что она встречает людей, которые заходят в магазин, и здоровается с ними. This is an adult of average intellectual ability, and she knows how to drive. Но на самом деле у нее достаточно хорошие, нормальные IQ, нормальные интеллектуальные способности, и она умеет водить машину. But we have not been able to find the right training for her to help her do something more advanced. Но мы не можем подобрать ей программу, которая поможет ей заниматься чем-то более серьезным. The job is really boring, and she's quite dissatisfied with it. А та работа, которой она занимается сейчас, она очень однообразная, очень скучная, и, конечно, она ею недовольна. You can imagine how tedious it is to stand at the front of a store and just say hello to people. Ну, вы все можете представить себе, как утомительно это стоять у дверей и просто говорить «Здравствуйте, добро пожаловать в магазин». She has to do this for hours at a time. И она этим занимается часами. So we do know that there are some variables that predict a good outcome. Есть некоторые показатели, переменные, которые предсказывают положительный исход. The first is an IQ score greater than 55. Первое – это уровень IQ выше 55. So individuals with IQ scores between 55 and 70 are considered intellectually disabled. Люди с IQ от 55 до 70 считается, что у них нарушение, интеллектуальное нарушение. But this disability is mild. Но это небольшие умственные отклонения. These individuals can often learn to read and write. Они могут обучиться чтению и письму. And this helps improve their outcomes. И это, конечно, позволяет им улучшить свои шансы на успех. We also find that individuals who can communicate do much better than those who have trouble. И, конечно, те люди, которые могут общаться и хорошо общаться, также имеют большие шансы на успех. And this makes sense because the more you can communicate what's bothering you or what you need, the more likely it is that people will respond to you. И это вполне объяснимо, потому что если вы можете объяснить, чего вы хотите, что вам нужно, что вас беспокоит, то гораздо больше шансов, что люди поймут и откликнутся. The availability of support helps adults to improve outcomes. Кроме того, поддержка является очень важным фактором для улучшения вот этих шансов на успех. And I'll explain more about what I mean by support later on. И я более подробно об этом расскажу чуть позже. И, наконец, очень важно для учителей и терапистов понимать, that a girl with autism who is always with a bunch of boys might be impacted negatively by this. Что девочка-аутист, которая находится постоянно в окружении мальчиков-аутистов, может испытывать негативное влияние от этого. Many parents of girls with autism have told me all the social activities for children her age are with all boys. И многие родители девочек-аутистов мне говорили, что все социальные занятия проходят в окружении только мальчиков. This is why I'm trying to create social opportunities for my girls. Поэтому я пытаюсь создать специальные социальные условия для моих девочек. And this is a website that I am trying to develop more and more to give girls and women resources. И это мой веб-сайт, над разработкой которого я продолжаю работать, для того, чтобы предоставлять больше ресурсов девочкам и женщинам. This initiative has only been possible because of parents.
И эта инициатива стала возможной только благодаря содействию родителей. I met a family who have a daughter with autism who are billionaires. Я встретила семью, очень богатую семью миллиардеров, у которых ребенок, девочка, аутист. And I told them that there was no money for such a program, and I asked them if they would contribute. И я сказала, что у нас нет средств на финансирование этой программы, и спросила их, готовы ли они ее финансировать. The amount of money I needed was nothing to them, and they gave it to me. Та сумма, которая мне была необходима, для них была ничтожна, поэтому они с радостью согласились. When you're trying to fund a program such as this, don't forget about these individuals. И когда вы пытаетесь создать какую-то такую программу, вам следует помнить о таких. Thank you very much. Спасибо большое.